Зеленского хотят отправить под суд. Скандал в Украине. В Верховной Раде заявляют о начале войны за Одессу из-за приказа Банковой. Детали. Внезапное усиление Украины, дальнобойные удары по РФ. США называют цели и призывают Путина сложить оружие. Беларусь обратилась к Западу, а Москва заявляет о готовности к переговорам. Что происходит? Удар ВСУ по РФ из Казахстана. Резонансное признание из Европы. Военкома отправляют на гауптвахту, а мобилизованного отпускают. Громкое дело в Украине. Наказание для ТЦК, которая забрала мужчину-опекуна лежачего пенсионера. Граждане Узбекистана, Армении и Египта – непрошенные гости. Одна из стран, которая планирует стать членом ЕС, меняет правила въезда. Наказание за пост в соцсетях. В Казахстане решают судьбу девушки, которая высмеивала тех, кто плохо говорит на казахском и использовала грубое религиозное оскорбление в адрес мусульман, вспоминая о домашних животных. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. ТЦК накажут, а незаконно мобилизованного мужчину отправляют домой из части. Справедливость восторжествовала, сообщает украинская прокуратура. В частности, Генпрокуратура Украины инициировала служебное расследование в отношении сотрудников одного из ТЦК, то есть военкомов Львовской области, которые мобилизовали мужчину, единственного опекуна 82-летнего лежачего отца. Руководителю ТЦК грозит арест с содержанием на гауптвахте сроком до 15 суток. Информация подтвердилась. Мужчину действительно призвали на службу с нарушением требований закона, поскольку на его содержании находился отец, лицо с инвалидностью первой группы, а других родственников, способных осуществлять уход, не было. Кроме того, прокуратура инициировала служебное расследование в отношении должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП для установления причин и обстоятельств незаконного призыва. Напомню, в середине сентября 44-летний Владимир Малицкий, житель села Сасов на Львовщине, пошел в ТЦК или же военкомат, чтобы обновить военно-учетные документы. Однако вернуться домой к тяжело больному отцу сын уже не смог. Владимира призвали в ВСУ. В СМИ разразился скандал после того, как отца мобилизованного забрали в больницу, чтобы хоть там за ним присматривали. В немецкую армию по лотерейным билетам Бундестаг пришел к консенсусу касательно закона о военном призыве в стране. Одна из согласованных деталей – призыв в армию по лотерейной системе. Об этом пишут немецкие СМИ. Сыграть в лотерею предложат немецким призывникам, если вдруг у Бундесвера случится недобор добровольцев. При этом служба будет длиться от 6 месяцев. Напомню, законопроект, предложенный министром обороны Писториусом, не предусматривает немедленного восстановления обязательной воинской повинности в Германии. Согласно документу, с 2026 года всем молодым гражданам Германии будут рассылаться анкеты о желании пройти службу в Бундесвере. Заполнение анкеты будет обязательным для мужчин и добровольным для женщин. Из оппозиции уже прозвучала критика. Глава АФТ Алиса Вайдель заявила: «Я редко слышала что-то настолько абсурдное. Американцы так поступали во время войны во Вьетнаме». Она добавила: «Я бы никогда не подумала, что такое могут ввести в Германии». Глава фракции «Левых» Сёрен Пельман отметил, что инициатива напоминает ему роман «Голодные игры», где дети жеребьевкой выбираются для участия в играх голода. Пока Бундестаг в раздумьях, большинство немцев за восстановление обязательной военной службы в Германии. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института Форса по заказу журнала Стерн. 54% граждан поддерживают возвращение воинского призыва. 41% опрошенных немцев высказались против. Причем самые активные сторонники обязательного призыва – это люди старше 60 лет, которые в армию уже не будут призваны. Внезапное усиление Украины. США готовы вооружить Киев до зубов в рамках программы Pearl. Это, напомню, совместная инициатива США и НАТО, цель которой ускорить поставки военной помощи Украине. Заявление сделал посол Америки в НАТО Мэтью Уитакер. По его словам, передача оружия ожидается на этой неделе. А еще Уитакер, вероятно, озвучил то, что обсуждают в закрытых кабинетах. Он намекает, что томагавки, если они будут переданы в ВСУ, полетят по энергетической инфраструктуре РФ. А это, в свою очередь, должно повлиять на Путина, уверен американский посол.
Возможность осуществлять удары на большую глубину могла бы изменить расчеты Путина и поставить под угрозу многие объекты, в частности, значительную часть энергетической инфраструктуры России. Томагавки, если и окажутся в руках украинцев, то будут лишь вспомогательной и ограниченной возможностью. При этом, скорее всего, будут использованы в сочетании с украинскими дальнобойными дронами и крылатыми ракетами для крупных комбинированных ударов. Об этом пишет Financial Times и при этом дает понять: рассчитывать, что Белый дом засыпет Зеленского этими ракетами, а Зеленский, в свою очередь, направит их против Москвы, не стоит. Ведь каждая ракета на счету. И в Украину могут отправить лишь то количество, которое не изменит кардинально динамику войны. Речь идет от 20 до 50 томагавках, уточняют авторы издания со ссылкой на свои источники. Однако США, вероятно, смогут передать Украине лишь небольшое количество, поскольку из 200 ракет, закупленных Пентагоном с 2022 года, уже было выпущено более 120, а в бюджете на 2026 год предусмотрено финансирование лишь для еще 57, по данным военных экспертов. Вашингтону также, вероятно, понадобятся ракеты «Томагавк» для возможных ударов по территории Венесуэлы. Трамп, который снова заявил о разочаровании Путиным, уточнил, что США располагают большим запасом томагавков. При этом заявил о плохом положении дел для Путина и фактически призвал его сдаться и признать поражение, ведь его планы неосуществимы, говорит Трамп. Думаю, это очень портит его репутацию. Он мог бы закончить ее. Он мог бы закончить ее быстро. И должен сказать, я отдаю должное, потому что кто бы мог подумать, что Украина сможет 4 года сражаться с Россией практически в ничью. Напомню, западная пресса пишет, что передача таких дальнобойных ракет вызывает тревогу в Москве. В Кремле при этом говорят об обеспокоенности. Обсуждают передачу томагавков и в Беларуси. Лукашенко за неделю сделал еще одно новое заявление. Прежде он призывал успокоиться, а на этот раз обратился к Западу, заявив, что томагавки могут привести к большой войне. Россияне, руководство России нацелены на то, чтобы установить мир. Никакие томагавки вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать смертоносное это оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает президент Зеленский. Лукашенко при этом заявляет, что Украина должна существовать как суверенное независимое государство и призвал к остановке войны здесь и сейчас. В России же сделали новое заявление о томагавках. Там ожидают точного решения Трампа для дальнейшего анализа действий. При этом отреагировали на то, что Трамп после завершения войны в Газе заявлял о том, что сосредоточится на Украине. В Кремле заявили: Москва готова к переговорам. Российская сторона сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу. И надеемся, что, безусловно, влияние Соединенных Штатов, дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа поможет сподвигнуть украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу. Напомню, что буквально 3 недели назад Зеленский делал предложение Путину встретиться и в Казахстане, если так будет удобно российской стороне, а Казахстан заявлял, что готов предоставить площадку для таких переговоров. В то же время 2 резонансных заявления сделал польский министр иностранных дел. Сикорский заявляет, Россия способна к дальнобойному удару по Европе. При этом заявил, что украинцы бьют по России с территории Казахстана. Мы пока не знаем, были ли дроны над Копенгагеном российскими, но это вполне возможно. Это означает, что, подобно тому, как украинцы из Казахстана смогли отправить дроны ближнего действия глубоко в Россию, Россия, используя всевозможные корабли, старый флот, что угодно, может, к сожалению, наносить удары глубоко в Европу. Мы должны быть готовы к этому. И мы также должны задуматься о последствиях для Путина, если он продолжает бить по украинским гражданским целям. Мы должны помочь Украине наносить ответные удары по его военным объектам. В Украине пока не реагировали на заявление Сикорского, но отмечу, что об ударе по Европе польский министр заявил, находясь в парламенте Великобритании, куда привез с собой ударный дрон «Шахед» Герань-2. В то же время ненавистный Трампу CNN пишет, что американского президента после триумфа в Газе может ждать провал. Трампу будет гораздо сложнее добиться мира в Украине, чем в Газе. Единственный козырь для Трампа – это передача Украине ракет «Томагавк». И то эта передача может не осуществиться, говорится в материале CNN. С Украиной риск очевиден. Трамп мог угрожать Нетаньяху санкциями, что для него было политически легко, ослабить поддержку союзника, чьи рейтинги падали. Но у него нет простой рычаговой силы против Путина. Ему придется доказать, что за словами о реальном ущербе России, экономическом и военном, стоят действия. Это шаг туда, куда Байден не решился пойти. Возможно,
томагавк постигнет судьба вторичных санкций. Грозного слова, не ставшего делом. Друзья, что думаете о всех этих заявлениях, о событиях? Передадут или не передадут томагавки? Какого усиления Украине вы ожидаете или не ожидаете? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях под этим видео. Не забудьте поддержать меня лайком, подписаться на этот канал, а я продолжаю. Зеленского хотят отправить под суд. Подавать иск против него собрался мэр Одессы Труханов, которого Зеленский накануне лишил украинского гражданства. Президентский указ Труханов считает полным произволом. В комментарии Суспильному одесский градоначальник заявил, что будет обжаловать решение Зеленского в Верховном суде Украины, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека. Наличие российского паспорта, который стал причиной столь жестких мер, Труханов отрицает и даже объясняет, почему Зеленский пошел на этот шаг. Речь о выборах. Покидать город Труханов не собирается. Не було ніяких паспортів. Ви задоволені? Ви не збираєтеся в'їхати з Одеси, з України? Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. А балотуватися на наступних виборах, якщо зараз ваш усунуть, ви будете? Вони з чого це зробили? Тому що якщо я без громадянства, я ж не можу балотуватися. Тому що вони бояться, що я балотувався і виграв вибори. Тем временем СБУ опубликовала копии страниц, как утверждается, российского паспорта Труханова и другие документы, подтверждающие гражданство РФ. Среди них идентификационный код, отображаемый в базе данных Федеральной налоговой службы РФ. Вероятно, что документы были предоставлены СБУ российской стороной. Итак, согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Геннадий Леонидович Труханов получил заграничный паспорт страны-оккупанта. Он выдан сроком на 10 лет и в настоящее время является действующим документом. Зеленский уже нашел замену Труханову, как пишут украинские СМИ, ссылаясь на достоверные источники, его место может занять нынешний глава Днепропетровской области Лысак. Вероятно, он станет главой Одесской городской военной администрации, которую создадут на фоне истории с Трухановым. Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без надлежащего ответа. Одессит и нардеп Алексей Гончаренко намекают, что сейчас началась война за Одессу. Он считает, что конец войны не за горами, и Зеленский так начинает предвыборную подготовку, понимая, что Одесса, далее цитата, это большая электоральная база, конец цитаты. Гончаренко также считает, что Зеленский постепенно теряет власть, а действие с Трухановым это открытый сигнал каждому мэру, что все под прицелом и когда понадобится, доберутся до каждого. Это также была цитата. В то же время Труханова уже пригласили на фронт, чтобы вернуть гражданство Украины. С таким предложением выступил командир русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне ВСУ. Гарантирую достойные условия, коллектив профессионалов и войну. А через год после подписания контракта с МОУ у вас появится возможность снова получить гражданство Украины. Труханов с должности мэра уходить не собирается. В своем видеообращении он заявил, что будет работать до последнего, пока, как положено по закону, его не уволит Одесский горсовет. Вечером в Одессе прошел небольшой антитрухановский протест, в котором митингующие призывали Труханова покинуть кабинет. Напомню, Труханов занимает должность мэра Одессы с мая 2014 года. Ранее во вторник петиция о прекращении гражданства Украины одесского городского головы, обнародованная на сайте Зеленского, за сутки набрала более 28 тысяч голосов, что больше, чем необходимо для ее рассмотрения президентом. Эстония недовольна большим количеством россиян на своей земле. В частности, в Министерстве внутренних дел страны обеспокоены количеством шенгенских виз, которые ЕС выдает россиянам. По словам главы ведомства Таро, власть России является значительным источником угрозы для шенгенской зоны и стран ЕС. Поэтому министр говорит, что россияне, которые воюют против Украины или же сочувствуют Кремлю, не должны проникнуть в общество государств-членов ЕС. Мы должны унифицировать обмен информацией об угрозах, поскольку весьма вероятно, что Россия под руководством своих разведслужб использует таких людей для проведения гибридных операций против стран Шенгенской зоны и Европейского Союза. Черногория закрывает свои границы для граждан Узбекистана, Армении, Египта и Кувейта. Страна пересмотрела визовый режим. Отменены, в частности, безвизовые въезды. Власти подчеркивают, что эти меры направлены на дальнейшее сближение визовой политики Черногории с правилами ЕС. Черногория продолжает гармонизацию своей визовой политики с политикой Европейского Союза. Сегодняшние изменения приостанавливают действие предыдущих решений об отмене виз для граждан указанных стран, что является четким сигналом приверженности Черногории курсу на полноправное членство в ЕС.
В Черногории накануне побывала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила быстрый прогресс страны на пути в ЕС. В рамках визита фон дер Ляйен представила план экономического роста ЕС для региона на сумму 6 миллиардов евро. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, и сегодня не исключение, я чувствую, как сердце Европы бьется здесь, в Черногории. Вы не просто привержены своему европейскому будущему, вы горите этой идеей. И это прекрасно. Вы это демонстрируете. Потому что вы – безусловный лидер в процессе присоединения. С момента моего визита в прошлом году вы закрыли 4 переговорные главы. Это потрясающая скорость. И сейчас вы на верном пути к закрытию еще 5 глав в этом году. В Казахстане судят девушку за пост в соцсети. 22-летняя Алика Мухамадиева обвиняется в разжигании социальной и национальной вражды. В своей публикации она использовала грубое религиозное оскорбление в адрес мусульман, вспоминая о домашних животных, и высмеивала тех, кто говорит на казахском с ошибками. Согласно обвинительному акту, гражданка Казахстана, зарегистрированная под ником Алика Августова, написала комментарии, в которых есть признаки оскорбления религиозных и национальных чувств граждан, допустила высказывания, унижающие честь и достоинство лиц, исповедующих ислам и относящихся к казахской национальности. Как сообщают местные СМИ, подсудимая полностью признала вину, публично раскаялась и сказала, что написала пост во время сильного стресса после смерти бабушки и бессонницы. Алика под арестом с июля этого года. Друзья, на этом все. Хорошей вам недели. Спасибо за поддержку лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.